Девочка по имени Дарина училась в первом классе в небольшом городе Франции, Бордо. Она была симпатичной и доброй девочкой, всегда радующей своих родителей своими достижениями и хорошими манерами. Каждый день, когда она приходила домой, ее родители с гордостью слушали о ее школьных приключениях, новых друзьях и интересных уроках. Дарина любила рисовать и часто показывала родителям свои творения, которые она создавала на уроках искусства. Однако в последнее время в девочке что-то изменилось. Дарина начала приходить домой с синяками на руках и ногах. Сначала родители решили, что это просто случайные травмы, но со временем их стало слишком много, и они начали беспокоиться. Однажды вечером, когда девочка пришла домой с очередным синяком на щеке, ее мама, не в силах больше терпеть, спросила: «Дорогая, что с тобой происходит? Почему у тебя так много синяков?» Но Дарина, сжимая кулачки и избегая взгляда родителей, ответила, что все в порядке и не знает, откуда у нее эти синяки. Ее ответ не успокоил родителей, и они решили, что нужно разобраться в этом вопросе более серьезно. На следующий день они обратились к директору школы. Директор, будучи озадаченной этим вопросом, дала обещание провести расследование. Он решил проверить записи с камер видеонаблюдения, установленных в школе. Когда видео было просмотрено, сотрудники школы испытали шок и ужас. На записи было видно, как учительница Дарины выводила ее в коридор, ставила к стене и била. Родители, увидев это, не могли поверить своим глазам. Их дочь, которую они считали счастливой, подвергалась насилию от человека, которому доверяли своего ребенка. Собравшись с мыслями, они немедленно обратились в полицию и написали заявление на учительницу. Волнение и гнев переполняли их, но они знали, что должны защитить свою дочь. Теперь учительнице грозило уголовное наказание, и родители Дарины надеялись, что справедливость восторжествует. Они также решили обратиться за помощью к детскому психологу, чтобы Дарина могла поделиться своими переживаниями и начать процесс восстановления. Девочка, узнав о действиях своих родителей, почувствовала себя защищенной. Она понимала, что теперь ее голос был услышан, и что она больше не одна. Ее родители стали для нее опорой, и вместе они начали преодолевать этот трудный период. Хотя впереди их ждал долгий путь к восстановлению, они знали, что вместе смогут справиться со всем. Дарина вновь начала посещать занятия, но теперь с поддержкой психолога, который помогал ей справляться с эмоциями и восстанавливать уверенность в себе. Постепенно девочка начала возвращаться к своим любимым занятиям, рисованию и общению с друзьями, и ее жизнь снова наполнилась радостью и теплом. Спасибо, дорогой друг, что дослушал до конца. Делись своим мнением в комментариях, а также подписывайся на канал. Впереди еще много интересного.